Всем привет, друзья! Добро пожаловать! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин. И это программа, на которой мы обсуждаем вещи, которые происходят в нашем обществе, в американском, иногда не только обществе. Но сегодня, мне кажется, это тема, которую хотелось бы мне обсудить уж точно. У нас все-таки происходят вещи в Соединенных Штатах. Иногда мы так много говорим про внешнюю политику, что недостаточно для моих вкусов обсуждаем внутреннюю. Возможно, и не меня одного. Я рад приветствовать, как всегда, у нас в эфире Анну Гейшерик. Анна, Ань, привет, у тебя, давай упомянем у тебя свой YouTube-канал, ты пишешь твои платформы, где люди должны с тобой знакомиться, читать, ну и вообще слава Украине. Героям слава, да, канал называется, Слава, тебе тоже привет. Канал называется «Прямая речь», Direct Speech Podcast. Да, так что там тоже меня можно слушать и смотреть. Я делаю иногда всякие тоже типа интервью. Я у тебя научилась, я должна тебя поблагодарить, потому что без тебя бы никогда в жизни, конечно, этим не занялась и не посмела бы, не осмелилась бы. Но ты как-то мне придал так уверенности, вот, и поэтому я теперь косплею тебя. Да, ну, я просто верю в то, что это не так уж сложно, и ты это делаешь замечательно. И как мне говорили в моем классе по аранжировке, ваши первые 100 аранжировок будут ужасные, поэтому ваша задача дойти до 101 как можно быстрее. Так что просто я уже прошел такое количество, что оно в какой-то момент должно перейти в качество. Я знаю лучше поговорку, кстати. У меня была когда-то хозяйка нашего дома, которая сказала, израильтянка такая пожилая женщина, она сказала, мы когда приехали в эту страну, нам сказали, что первый миллион заработать труднее всего. Поэтому начинать надо сразу со второго. И вот они, значит, построили сразу дом и начали со второго. Ну, мне такой не Вот, поэтому тебе просто надо сказать Анна Гейшерик, сезон 2. Да. Хорошо, слушай, это замечательно, а ситуация у нас в то время, как наше, так сказать, самовыражение развивается, мы записываем интервью, общаемся, выходим на новые уровни, страна-то у нас, в общем-то, горит, мир горит. Я уже подумала, ирония в том, что я этим начала заниматься как раз сейчас, когда сейчас как раз стало страшно. Ну, ты, да, закончи свою мысль, пожалуйста, а я потом... Да нет, такая у тебя хорошая мысль, что как-то сбивает, да. Но тем не менее, страна горит, и она горит подо льдом нашего айса. Вот теперь у нас было такое, есть агентство ФБР. И бюджет у них в 4 раза больше, чем у этого айса был. Чтобы все понимали, что такое ФБР и что такое айс. А теперь у айса, благодаря новому закону, большому прекрасному закону, будет в 4 раза больше финансирования, чем у ФБР. И теперь ФБР, там у них образование, мастер-дегри, PhD и так далее. А айс это, ребята, заходите сюда, мы будем иммигрантов ловить. По приказу президента, великого президента. И, кстати, им кажется, должны давать $10 тысяч премиальные за то, что они идут туда на службу. Не они должны платить кому-то, чтобы их взяли, пишут украинские зрители. Нет. Государство заплатит этим людям из наших налоговых, так сказать, естественно, откуда у них еще деньги, $10 тысяч каждому. Это премиальные за то, что они вступят. Это то, что я прочел из этого законопроекта. Если я ошибся, кто-то может меня подправить, прошу. Но они явно хотят эту армию насобирать очень-очень быстро. Что ты думаешь по этому поводу? Ты прямо все, что я хотела сказать, уже ты сказал практически. Ну, насчет бюджета я могу еще добавить, что я не проверяла сама, но я прочитала, что этот бюджет еще и больше, чем весь оборонный чуть ли не бюджет России вообще, что вполне вероятно, кстати. Вот. Они... заметим, что платить им не просто из наших налогов, а где же Илон Маск со своей пилой, которая должна пилить все эти ненужные вещи. Вот это, очевидно, им нужная вещь, да? Там Medicaid, здоровье, помощь всем, это ненужная вещь, а вот это вот нужная вещь. И, кстати, насчет USAID, пока я не забыла мысль свою, которую Маск отрезал, да, USAID,
эту организацию. Я вчера, которая платила, чтобы вы понимали, она помогала, вот тут разгоняется в Фейсбуке, естественно, благодаря трампистам, что они ничего не делали, они только там, я не знаю, что они считают, они делали, ерундой какой-то занимались и проплачивали там цветные революции, или не знаю, что они там думают. Но на самом деле они, помимо прочего, я лично знаю, они давали деньги в Украине, например, на гуманитарные нужды. Что такое гуманитарные нужды? Там, зарплаты врачам, учителям в Украине во время войны, когда нет бюджета платить людям, чтобы страна не развалилась, потому что там коммунальные службы, и все работает в Харькове, да, в моем родном, там же работает, там убирают улицы каким-то образом прямо на следующее утро после бомбежек. И я знаю человека в Харькове, я хочу с ней, кстати, сделать потом какое-то или интервью, или что-то, но которая, в частности, на деньги из этого USAID помогала все 3 года детям, она психолог, и она, никто ей не может платить зарплаты, да, сейчас, и она на эти деньги помогала детям, которые травмированы психологически, там, сидением в метро ночами, да, в убежищах и так далее. Она прямо ходила на работу, как на работу, каждый день она ходила в метро с ними заниматься, с детьми прямо профессионально. 3 года, кто за это может платить? Вот USAID, он помогал с такими вещами, сейчас это все забрали. А вчера я прочитала, что Россия быстренько создает аналог свой, вот этого самого USAID, только свой российский. Понимаете, святое место пусто не бывает, и все вот эти дыры, которые появились, вакуум, когда забрали деньги благодаря Маску и Трампу у USAID в международной сфере, они хотят эти дыры заполнить. Это не так дорого, в том-то и дело, это были копейки, то есть даже Россия может себе это позволить. И это очень сильно влияет, то есть Америка очень сильно влияла в хорошем смысле на многие гуманитарные вещи в мире. Сейчас Россия займет эти дыры и будет влиять. Вы хотите, вот это то, что будет происходить. Они придут не только, в Африку, понятно, там, в Центральную Азию они придут всюду, куда можно прийти, потому что везде есть люди, которым нужно платить за какие-то гуманитарные вещи. Если будут гранты, они, скорее всего, не будут это делать напрямую и говорить, что «здрасте, Путин вам сейчас заплатит за то, что вы там то-то и то-то». Это все будет делаться окольными путями, вот. И это будет российское влияние ровно во всех тех местах, откуда ушла Америка. Вот это то, чего добился Маск. Это я сейчас отошла в сторону от того, о чем мы говорим. Сейчас мы вернемся к АЭС. Да, но раз уж ты зацепила эту тему, я думаю, что, с одной стороны, они могут говорить достаточно открыто, что это слава Путину, какая разница, Путин великий и так далее. Вот вы хотите есть или нет? А с другой стороны, я не думаю, чтобы избиратели Трампа, Мага База, Такер Карлсон и же с ним были бы против такого результата. Хочет Россия этим заниматься, этими бедняками, пусть она ими занимается. Нам-то это самое Африка с возу, кобыле легче. А потом мы получим кучу стран, в которых общество настроены против Америки и против Запада, и будем говорить, ой, как же это произошло, как же мы их упустили, или наоборот, они там дикари, вот вечно их не в ту сторону тянет. Их не в ту сторону тянет. Им грамотно платят за определенные вещи, давая им что-то необходимое. И нет, я не думаю, что это будет именно так, вот как ты говоришь, Путину слава. Так мало, ну, не все на это купятся, да, и это будет, эти уши будут торчать, и будет видно это издалека. Нет. Точно так же, как Америка же действовала. Не так, что слава там Обаме или Байдену, или Трампу, и тогда мы вам дадим. Я думаю, что большинство людей в Украине, например, в той же самой, они даже не знают, откуда эти деньги идут. Я просто знаю про конкретные вот ситуации, откуда эти деньги шли. А многие даже не задумываются, откуда, допустим, в определенном там части бюджета сейчас украинского, который каким-то волшебным образом может себе позволить хоть как-то поддерживать страну во время войны, что, по крайней мере, часть этих денег шла из этого USAID, они понятия не имеют. Украинским трампистам очень полезно это узнать будет. Вот, и я сейчас не разговариваю, обращаюсь, естественно, не к людям, которые там типа Такера Карлсона или его аудитории, но ведь у нас же много довольно знакомых, ну, не в ближнем кругу, но в дальнем кругу, да, которые считают себя проукраински настроенными и при этом поддерживали Трампа или, во всяком случае, были против Камалы Харрис.
И вот они же, я же вижу, что в Фейсбуке пишут, я не читаю Фейсбук Такера Карлсона, да, я читаю Фейсбук этих людей, и они постоянно писали, что USAID – это потеря денег, что это какая-то ерунда, они на что-то там тратят, на какую-то чушь, и зачем нам вообще там их оплачивать и поддерживать. Вот, это влияние в мире. Вы же любите влияние наше в мире, правильно, американское? Это, в частности, оно и было, а если его не будет, будет чье-то другое, будет китайское, будет российское. И нам должно быть до этого дела, потому что, как я и сказала, а потом вдруг оказывается, что весь мир против нас, какой-то сюрприз. Хорошо, тогда вернемся к нашим берегам. Нам пишет гражданин, военный бюджет Путинстана в 2025 году 150 миллиардов долларов. Так вот, у Айса бюджет 175, если не ошибаюсь, им дали. То есть больше на 25 миллиардов долларов, чем у Российской Федерации на войну против Украины. То есть я прочитала правильно, да. Я просто не перепроверяла, я прочитала это в достаточно достоверном источнике, не проверяла сама, но похоже на то. Ну вот и представьте себе. Ну, вернемся к нашему Айс. Ну, короче говоря, вот я просто считала, что репрессии в этой стране не наступят. Вот я такой оптимист была всегда, что я готова была поверить во что угодно, даже в приближающийся авторитарный там диктатурный режим, что по типу того, что Трамп откажется признавать выборы очередные, каким-то образом захватит выборы, и на третий срок или на какой. Я в это готова была поверить, хотя третий срок это в Америке это настолько нонсенс, но я вижу состояние общества, состояние политики, в принципе, могу в это поверить. Но вот во что я никогда не верила, что будет реально, грубо говоря, вернется маккартизм, что будут там за разговоры выгонять там с работ, из страны, арестовывать, там черные воронки среди ночи. Никогда я в это не верила, никогда. Я понимала, что тут может быть всякое разное нехорошее, но свобода слова здесь это святое, есть первая поправка, даже если захотят тебя там арестовать за какие-то слова, это суды и так далее, это невозможно просто так сделать. И вот правительство Трампа нашло гениальный выход, надо отдать им должное, вернее, я им должное не отдаю, потому что они сами до этого в жизни бы не додумались, потому что они тупые, но мы все знаем про Project 2025, да, и я думаю, что вот эти люди, которые за этим стоят, они достаточно умные, там, образованные и со средствами, в том числе интеллектуальными, я думаю, что это они просто все и сконструировали, и действительно это простой, гениальный способ обойти всю нашу вековую систему свободы слова и конституционную. Это использовать иммиграционную службу. Простой, действенный, гениальный ход. Как они ее используют? Значит, совершенно репрессии, то есть пришли, но не с той стороны, с которой я ожидала, да. Причем я работаю, как все вы знаете, в университете, я работаю как раз в том месте, где не увольняют за слова, за политические выступления, по крайней мере, ну, естественно, увольняют за какие-то за слова, если это там sexual harassment, например, но политика – это политика. Я много раз выясняла у себя в университете, вот скажите, вот если я пишу там то-то и то-то и выступаю так-то и так-то, мне за что-то за это может быть от вас, да? И они всегда говорили, если ты не говоришь это от имени университета, не пользуешься там, вот мой университет, такое-то название, значит, вот я от их имени вам это сообщаю. Нет, если ты это говоришь сама и отдельно от рабочего времени, то академические свободы слова и все такое всегда защищены, да. И поэтому я знала, что моя жизнь никак не может быть изменена там, да, из-за того, что я выступаю. А выступала я всегда. Сначала в журнале, потом в Фейсбуке, теперь вот на Ютубе и так далее. Поэтому я всегда об этом думала. И вот это была единственная страна, в которой я знала, никогда не будет таких проблем. Но они меня удивили. Значит, как можно использовать этот ICE, это иммиграционная служба, которая, как мы только что сказали, получила огромный теперь бюджет, и практически главное дело даже не в бюджете, а в безнаказанности. Безнаказанность у них была всегда, иммиграционная служба в Америке всегда была в таком сером, скажем так, правовом поле, потому что на иммигрантов, в смысле на нелегалов и на людей по временным визам, обычные американские там законы про свободу слова или прочие другие свободы никогда не распространялись, да, то есть ты всегда на въезде в аэропорту мог взять человека,
у которого нет грин-карты или гражданства, и развернуть его вообще без всяких причин. Это было всегда, например. Нелегалов могли всегда держать где-то там без выяснения чего-то, без суда и следствия, в отличие от законных жителей Америки. Это было всегда. Об этом правозащитные службы всегда говорили, что мы все помним, как в первый срок Трампа детей там от родителей разъединяли семьи и выгоняли там детей, родители депортировали детей, оставляли без родителей. Такое немыслимо себе представить с людьми, у которых легальный статус в Америке. Но с людьми, у которых его нет, можно представить было себе практически что угодно. И Трамп в первый срок этим пользовался, но он пользовался действительно только конкретно какими-то нелегалами, которые вот перешли только что нелегально границу, и вот, чтобы неповадно было, их там брали, и черти что с ним делали. И был огромный на эту тему всплеск негодования там у публики, и частичный, и благодаря этому, в частности, он и проиграл в 2020 году тоже. Это не единственная была причина, но было очень много свидетельств там жестокости этой всей ненужной совершенно. И это тоже свою долю вложило, особенно когда дети были задействованы в этом. Вот. Поэтому такая доля беззакония, она всегда была возможна, но никогда этим не злоупотребляли настолько. То есть люди, которые жили уже в Америке давно, не только что там границу перешли вот прямо, да, и тут их схватили, а люди, которые тут уже жили, в принципе, держался баланс такой, что я, например, прожив 12 лет в этой стране на студенческих визах, я первые 12 лет в Америке жила на студенческих визах. Я хорошо знаю, как это происходит, что можно, что нельзя, как к тебе это относится. Я училась в аспирантуре в 2 университетах, и это были мои единственные документы. То есть я хорошо знаю, как можно выезжать, приезжать, какие нужно делать телодвижения, что делать, чего не делать, как работать, не работать, чтобы не нарушать законы. И, в принципе, даже будучи, это был всегда достаточно бесправный статус, потому что тебе могли отказать в визе, например, без всяких объяснений причин, даже несмотря на то, что тебя ждет там аспирантура в Америке, на 3-й год вдруг, например, могли не дать почему-то визу. Я знаю такие случаи, но достаточно редко. То есть, опять же, они не злоупотребляли такими ситуациями. И вот я жила 12 лет на студенческих визах, потом я жила, соответственно, 5 лет на грин-карте, да, и потом у меня было гражданство. То есть все эти статусы, кроме нелегального, я на себе прочувствовал. Никогда за эти 12 лет я не боялась высказываться. Я не боялась ничего, связанного с тем, что моя позиция, а я ведь была студенткой, я тоже здесь рассказывала, да, и про Куфию там, и про протесты, которые в 90-е здесь были, студенческие, и про Че Гевару, и про все вот это вот молодежные, все эти антиамериканские, или, как они называются, un-American, да, движения, вот эти все, которые были, в которых я частично участвовала тоже. И никогда я не боялась, что будут за это какие-то последствия. И вот сейчас они начали использовать ICE для того, чтобы протаскивать в Америку репрессии против американских жителей, совершенно независимо от их статуса. Если ты помнишь, у нас с тобой был эфир, я его как раз недавно пересмотрела, месяца, наверное, 2-3 назад мы с тобой разговаривали, когда вот начались массовые нападения ICE на студентов, которые участвовали в каких-то пропалестинских демонстрациях, несколько подряд. Было несколько случаев, когда арестовали кого-то, посадили там в тюрьму и так далее. И ты мне тогда говорил, я говорила, что мои студенты начали бояться тоже, и там начали, помнишь, если ты помнишь, что они, когда я записываю занятия наши в Zoom, они стали как бы переживать немножко, что я их записываю. И ты тогда удивлялся и спрашивал меня, ну почему они переживают, ведь это же речь про нелегалов, а твои студенты, значит, американцы. Я тебе говорила, что, ну, во-первых, часть студентов не американцы, конечно, но это чутье совершенно правильное, что когда начинается массовое беззаконие по отношению к людям, которым можно, то следующим шагом всегда, это никогда не останавливается там, всегда не останавливается там и переходит на граждан тоже. И сначала на резидентов, сначала на неугодных, а потом уже на граждан. И вот это сейчас началось. Значит, начали со самых слабых, начали сначала арестовывать, бросать в тюрьму. Если бы их просто даже депортировали,
окей. Это еще было бы как бы в рамках того, что в Америке, в принципе, и раньше происходило, просто масштаб другой, да. Но депортировать там нелегалов всегда можно было. Но их начали сажать в тюрьмы на недели, на месяцы без всяких, не то что оснований, без всякого вообще объяснений, надежды на то, что им что-то сейчас придет адвокат и что-то скажет, и что вам надо делать это, вам надо уехать из страны или вам надо что-то доказать. Нет, они просто где-то в каких-то чуть ли не концлагерях, да, с жуткими условиями, в какой-то там Луизиане или где там эти иммигрантские тюрьмы во Флориде сейчас построили тоже несколько. Просто сидят в кошмарных условиях, не знают, что будет завтра. Многим из них там лекарства какие-то не дают, которые им нужны, и так далее. И многим грозят депортацией в страну, в которой им грозит опасность, что противоречит, насколько я понимаю, американскому иммиграционному законодательству. Нельзя выслать человека в страну, где его точно ждет тюрьма или репрессии, если он не нарушил, так сказать, законов, да. И поэтому, например, я знаю уже, мы все знаем истории, когда россиян, которые выступали против войны в России, сейчас живут здесь легально. Мы сейчас, ребята, говорим уже про легальных на студенческих, рабочих визах и так далее, легальных людей, которых арестовали, грозили им сейчас высылкой в Россию, зная точно, что в России их посадят прямо с трапа самолета. И люди сидят месяцами, мы знаем историю с этой Ксенией, да, которая каких-то там привезла какие-то ткани, там, лягушек каких-то или что-то такое, вместо того, чтобы оштрафовать и отнять там это или что-то еще. И она полгода просидела в тюрьме, да, под угрозой высылки в Россию, опять же, в которой у нее будут явно большие неприятности политические. Начали с этих, перешли на эти. Американцы-граждане не интересуются такими вещами, потому что, как ты и говорил, но граждан же это не коснется. Поэтому всегда надо начать с тех, кто слабый, с тех, кого никто не будет защищать на уровне общества. Ну, это же они, ну мало ли, что они это там... очень важно, это очень важная часть, что нужно нападать именно... Всегда мы это видим Верховным судом, когда мало того, что нужно посадить своих людей в Верховный суд, нужно еще подогнать правильное дело перед Верховным судом, чтобы они посмотрели на него под правильным ракурсом. Поэтому вот такие люди, которые скажут, ну, он уже преступник, вы хотите защищать преступников. Вот на них это как бы тест-ран, когда на них все испытывается, на них все рушится, а потом можно вести куда хочешь эту машинку. Совершенно верно, абсолютно. Начинается со слабых, начинается с тех, кого не будут защищать, начинается с тех, про кого можно всегда сказать, ну, мы же не знаем, помнишь вот этого, которого выслали в Сальвадор, про него тут же начали писать, что он в каких-то бандах состоял, что он еще... Вы не знаете этого ничего, вы просто хотите успокоить себя, что просто так у нас никого, значит, не сажают, не арестуют, не высылают. Уже высылают, уже сажают, уже арестовывают, уже переходят на... Причем я не голословно говорю, я уже известны ситуации, когда, я не буду там называть имен конкретных и все такое, но человека, гражданина Америки с хорошей работой, хорошим, так сказать, никакой, не задействован ни в какой политике, при выезде из Америки остановили на входе в самолет, причем обманули, сказали, что это случайная проверка, досмотр, осмотр и так далее. И отобрали у него телефон. Гражданин Америки, Юра, вот ты вылетаешь из Америки, тебя досматривают, у тебя забирают телефон, да, задерживают самолет из-за того, что тебя досматривают, потом тебя все-таки выпускают, телефон тебе не отдают, я знаю эту историю лично. И дальше ты не знаешь, что будет, когда ты влетишь в Америку обратно. Тебя уже, скорее всего, ждать будут. И к концу этого всего разговора дают тебе понять, что нет, это было не случайное все-таки. Потому что сначала говорят, знаете, случайная выборка, security check. А в конце разговора все-таки тебе дают понять, что нет, не случайно, что знают, где ты, что ты, чем ты занимался, о чем ты разговаривал. И поэтому тебя выбрали. Вот смотри, между тем, как ты удивлялся, Юра, 2 месяца назад, или в нашем разговоре, почему переживают студенты, ведь они же граждане, а граждан не могут трогать, до того, как я тебе рассказываю эту историю, прошло, 2 месяца. Пишет Old Palm City. Лишение гражданства натурализованных граждан теперь в приоритете у новой администрации. Кошмар.
Именно. Вот, значит мои предсказания такие. Сначала те, у кого под вопросом статус, неважно, там, нелегалы или какой-то там что-то там где-то нарушили, а ведь очень многие люди нарушают, даже не понимают его. Точно так же, как если начать арестовывать за превышение скорости на дороге, да, а потом выявили там за красный свет какой-нибудь, а потом выясняется, что у тебя уже там 5 каких-то приводов, да, там в суд, и поэтому на таком уровне можно всех арестовать, в принципе, если искать какую-то причину, потому что, ну, у него же были там какие-то проблемы с государством, а проблема это, ты там, не знаю, скорость превысил на 10 миль в час на шоссе, да. Точно так же у любого иммигранта практически можно найти проблему. Кто-то на день позже вылетел из страны, чем у него закончилась виза. Кто-то еще что-то. Какие-то стипендию получал дольше там на месяц, чем прописано. Иногда ты не можешь на это никак повлиять, потому что тебе платят за какие-то внутриуниверситетские, например, работы, вот по студенческой визе, я это знаю, тебе университет, например, платит за что-то, ты не можешь повлиять на то, как они платят. А люди, которые в университете этим занимаются, они иногда, правая рука не знает, что делает левая, они не знают, какие законы в твоем конкретном статусе, они тебе заплатили на 2 недели больше, чем должны были. И все. Потом задним числом можно это все откопать и сказать, вот ты же что-то нарушил. Значит, сначала начнут с этого. Такие люди могут просто пропасть, исчезнуть в этой системе, либо быть высланными неизвестно куда. У нас сейчас уже есть история, когда выслали несколько, они действительно преступники, без разговоров, но их выслали не в их страны, а в Судан в Южный. Значит, там гражданин Южной Кореи, не помню, еще у меня где-то записано, даже я записала, из нескольких стран, и их зачем-то выслали в Южный Судан, то есть в одну из самых страшных стран вообще сейчас в мире, где там война, беззаконие, эти самые пытки и прочее. Зачем это делается, совершенно непонятно. Причем по суду запретили это делать. Самолет сел в соседней африканской стране, потому что в момент, когда их высылали, судья сказал, нет, вы не должны этого делать. Пока они сидели в этой соседней стране с Суданом, другой уже здесь суд сказал, нет, все нормально, и их, значит, должны в Судан депортировать. Дальше. Вторая ступень будет иммигранты с гражданством. То есть это люди такие, как мы, Юра, с тобой. Натурализованные граждане. Все делали легально. Все по-честному, по правилам. Прикопаться не к чему. Ну, опять же, к любому человеку. Ты была членом коммунистической партии? Вот. Ты врал на своей анкете на вступление на гражданство. Был ли ты членом коммунистической партии? Отлично. Мы все были в комсомоле, можно прикопаться к этому. Евреи, если вы думаете на вашем Брайтон-Биче, что к вам не прикопаются, потому что вы святые, у вас статус беженца и так далее, все вы, поверьте мне, 99% из вас врали в своей анкете на получение статуса беженца, потому что вы рассказывали, как вас страшно притесняли и как вас из-за того, что вы евреи, там, не знаю, выгоняли с работы и сажали в тюрьмы, чего на 90% у приезжающих иммигрантов не было. На самом деле. Безусловно, был антисемитизм, но каждого конкретного человека на государственном уровне, да, если назвать это притеснением, сейчас полмира сюда надо запустить, которых притесняют по каким-то признакам, да, вот. Поэтому прикопаться можно к вам, к любым людям, что вы там, кто, не знаю, там эти фудстемпы несчастные получал дольше, чем должны были, а ведь эти все мошеннигичества, связанные с помощью фудстемпами, с пособиями, с страховками для бедных. Это массово, это в мигрантской среде массово делается. Вы одной рукой черную зарплату где-то получаете, подрабатываете, не декларируя ее на налоги и так далее, а другой рукой получаете пособия всякие. Скажите, это обязанность каждого американца, если слушать президента Трампа, который вы сказали, вы там что-то делали с вашими налогами, он говорит, так вы бы тоже делали, если бы могли. Да, вот, и весь Бруклин, понимаешь, следует этому навету. Но они этого делают не ради того, чтобы сэкономить даже налоги, потому что сколько там тех налогов, и люди действительно бедные в основном, а чтобы параллельно получать бенефиты всякие, да, то есть поэтому есть ситуация, когда невозможно, даже система так устроена, что очень трудно что-то сделать, да, и вот, ну, прямо до последней буквы закона. Поэтому, ребята, не врите себе. Это я на одной работе просидела 30 лет, поэтому я никого не обманывала, и мне не надо было. А вы, если вы там пособия получали какие-то, еще что-то там, ко всем прикопаться можно, ко всем.
Вот, и вот дальше начнется это. Они сейчас заговорили про лишение натурализации. Теперь вопрос. Дальше. Если вы думаете, что на этом закончится, не закончится, потому что граждане, которые родились в Америке, конечно, это будет самый последней ступенью, это труднее всего что-то сделать, но... Не будем забывать, что Трамп уже шутил в Айве, что если что, он готов депортировать граждан США, фермеров. Ой, это да, это я даже этого не слышала. Но арестовать можно любого человека под любым предлогом. Паспорта кто из вас с собой носит? Кто из вас вообще носит с собой доказательства гражданства на улице? Вас арестуют, вы будете говорить, что вы гражданин, они скажут, там разберутся, посадят вас куда-то до выяснения статуса. И как вы думаете, сколько можно выяснять этот статус? Отвечаю, сколько угодно. Более Понимаете? того, теперь сертификат о рождении не является доказательством. А тут вообще что является? Ну, паспорт, возможно, да, но тут нет реально доказательства. У кучи американцев, во-первых, никаких паспортов нет. Но... Нет, это то, что говорил Канат в одном из наших эфиров, что он ездит теперь с копией своего паспорта в кошельке, и это очень популярная идея сейчас. Это правильно, но это не поможет. Потому что копию можно распечатать на любом принтере, да, то есть из любого фотошопа. Поэтому если захотят тебя остановить до разбирательства, остановят хоть с паспортом, хоть не с, хоть с копией. И потом скажут, тебя поддержат там месяц где-то, тебе будет ходить какой-то адвокат, они ему будут говорить, конечно, конечно. Понять важно простую вещь. Иммиграционная служба не подчиняется тем же законам, которым подчиняются все остальные. Если вас не могут действительно пока еще, я уже не знаю, что будет завтра, но пока еще не могут просто взять и арестовать, потому что ты карикатуру на Диджей Ванса опубликовал в своем Фейсбуке. Нет такого механизма, тебя никакой суд не поддержит такое, это реально нарушение первой поправки. Поэтому вместо этого вас арестуют за то, что у вас с собой нет документов, и будут разбираться. А пока они разберутся, и потом скажут, упс, мы ошиблись. Никто не захочет проверять на себе, месяц посидеть в тюрьме без воды и там не знаю чего, и туалета в луизианской тюрьме, чтобы доказать свою позицию. И я не захочу. Вот. И главное запугать же население. Да, ничего не будет. Они потом, если вы реально гражданин, они вас выпустят и скажут упс. Дело же не в этом. Дело в том, чтобы запугать. Про Диджей Ванса и карикатуры я тоже вспомнила не просто так. Сейчас, ну, опять вы мне скажете, что это просто туристы. Конечно, это просто туристы. И туристов всегда могли развернуть на границе и отправить вообще без объяснения причин. Это было. Но, ну, опять же, во-первых, этим не злоупотребляли, потому что туристы очень любили. Но сейчас какой-то парень, по-моему, он из Исландии, я забыла, из какой-то скандинавской страны, то ли из Норвегии, Финляндии, Исландии, забыла. Откуда просто парень, который приехал, им даже виза не нужна, он из одной из стран, с которыми вообще даже виза не нужна в Америку, приехал навестить своих друзей в Штаты, его затормозили в аэропорту, попросили показать телефон. Опять же, вот этот момент, вас просят показать телефон, и вы знаете, что по закону вы не обязаны показывать свой телефон. Они не могут требовать его разлучить. Приватность – это же Америка. Либертарианцы, господа, где вы? Где вы все мои либертарианцы, голосовавшие за Трампа, у которых приватность превыше всего? Вас просят показать ваш телефон, и у вас есть выбор. Сказать, что вы такие либертарианцы с такими принципами, вы не будете показывать свой телефон. И тогда это уже причина вас, да, это причина вас задержать, Диджей Ванс, который был в телефоне у этого самого парня, задержать за то, что вы не показали телефон до выяснения каких-то там чего-то причин, да, или вы покажете свой телефон, этот парень его показал, у него прав никаких нет, он турист, они покопались в его фейсбуке, нашли вот эту вот карикатуру Диджей Ванса еще до выборов, то есть они реально покопались, он еще до выборов ее выставлял. Его бросили в какую-то клетку, значит, для иммигрантов в аэропорту, продержали без воды, без еды, без туалета, там, не знаю, какое-то время, достаточно продолжительное, посадили на обратный самолет и выслали из Америки. Еще раз, я слышу, как вы мне все говорите, он турист, туристов не должны. Конечно. Ребята, вот, вы сейчас готовы вот это поставить в свой телефон,
когда к вам подойдут на границе или не на границе и скажут, покажите телефон, вы будете решать вот в этот момент. У вас есть выбор. Решить, стоять на принципе, сказать, что вы не должны, и что будет после этого. А я вам скажу, что будет. Вас посадят в машину и отвезут выяснять, почему я это знаю, потому что вокруг меня уже эти ситуации происходят. Или вы покажете телефон, там найдут что-то типа этого, а если в мой Facebook зайдут, то там много чего найдут. Ну, вот, понимаете, им даже переводить с русского не надо будет, все и так понятно, что там происходит в моем Фейсбуке. И за экстремизм, терроризм, призыв, я не знаю за что еще, вас посадят. Это то, что нас не то что ждет, а оно уже началось. У меня есть друг, который живет в Бруклине, они живут, вот, снимают квартиру на втором этаже частного дома, на первом этаже частного дома живут, грузинская семья живет. Этот мой друг, у него грин-карта, он очень боится, что его вышлют обратно в Россию, потому что он получил убежище здесь по совершенно конкретным мотивам. В Америке, ну, у него уже грин-карта, и вот он выходил утром на работу из дома, стоит в шлеме, в камуфляже, в масках, вот это все, кстати, эти маски, это тоже само по себе уже специально сделано, все для запугивания населения и всякое такое. Значит, протестующим против за права палестинцев в масках нельзя быть, да, это плохо и ужасно, а этим можно. Стоят вокруг дома, он выходит, они его остановили, моего друга, да, и говорят, предъявите документы, ваши, показывают статус или что-то ваше, какой у вас статус. Он говорит, у меня грин-карта, предъявите документы. И вот он, самое страшное в этот момент, он написал, что, когда он об этом писал, он написал, что ему страшно было попросить их документы. Вот мы дожили до той ситуации, до той состояния в Америке за 3 месяца, вот сколько, полгода прошло с выборов Трампа. Полгода назад еще мы не могли такое всерьез себе представить, потому что на этом стояла Америка. Это было столпы, на которых стояла Америка, что если к тебе подходит полиция, ты их ничего не должен им показывать, ты имеешь право спросить у них, кто они тебе должны показать свои документы. На этом Надо все. отметить, что сейчас демократы проталкивают законопроект именно об отчетности и подотчетности АИСа, не потому что это пройдет, это важно об этом говорить, а потому что демократы этого требуют, потому что когда возникает вопрос, а что демократы молчат? Демократы не молчат, демократы выступают, предлагают, и что? Ну вот отметили. Да, ну, дело в том, что этот закон ничему не поможет, потому что если реально, они в реальности, им дана команда ФАС, им сказано, что от них ничего не будут требовать, потому что это все говорится с подмигиванием за закрытыми дверьми, то это ничему не поможет, потому что когда ты стоишь перед конкретными людьми в конкретных масках, с конкретными автоматами, с конкретной машиной, и у тебя есть выбор, опять же, молча сделать все, что они тебя требуют, или идти на принцип, очень мало кто осмелится идти на принцип. Я тебе скажу другую вещь. Очень много людей вооруженных, которые пойдут на другое, потому что если нет документации, непонятно, что происходит, то это как раз то, о чем говорят люди, которые говорят, что нужно маски снимать, потому что это ставит людей в масках под угрозу, потому что если вы просто будете хватать людей на улице, они начнут сопротивляться некоторые. Это не вопрос принципа, это вопрос того, что у нас много стволов в стране. В стране может быть, но они тоже не идиоты. В Нью-Йорке стволов нет особо. То есть очень мало, да? Никакого здесь нельзя носить скрытое оружие, нет. Думаешь, если они пойдут по людям, которых они подозревают в том, что они преступники, у них не будет оружия? Они не идут по тем, кого они подозревают в том, что они преступники. Это ровно то, о чем я говорю. Вот эта ситуация в Бруклине, да, эти люди отлавливали просто, кого они там считали по каким-то принципам. То есть, наоборот, они будут отлавливать тех, кого они будут считать более безопасными, потому Конечно, зато показательно. Вот опять же, вот это моя ситуация с моим другом. И вот он говорит, что он испугался, он хотел, действительно, откуда ты знаешь, кто это вообще? Вот приезжают люди в масках и хотят просто тебя, особенно мне как женщине, особенно для женщины, да, какие-то мужики в масках тебя хотят посадить в машину, куда-то увезти. Это же
у любой женщины самый страшный страх в ее жизни, да? Откуда я вообще знаю, что они реально айс, например, что они не просто какие-то решили под них закосить, просто чтобы женщин отлавливать на улицах. Ну да, если у тебя не ствол, так у тебя, по крайней мере, может быть баллончик или что-то другое, правильно? Но я не буду по отношению к ним никаких баллончиков, потому что я знаю, что они вооруженные на все имеют право. Я не могу даже попросить у них документы, потому что я боюсь, да, и большинство людей испугаются, потому что уже известно, что когда ты просишь у них документы, они вместо ответа хватают тебя, заламывают тебе руки и сажают в машину. А как ты тогда скажешь нам про то, что происходит именно в Нью-Йорке, где ты проживаешь, потому что американцев так долго тренировали не ждать. Не вот эта знаменитая цитата, что сначала пришли за этими, за другими, за третьими, а я не выступал, а потом за мной пришли, и никого не было. Это же нам вбили в голову. Ты видишь какие-то ростки результаты этого? Я вижу, что в Нью-Йорке, что проблема в том, как обычно, что те люди, которые, ты говоришь, там стволы под диванами лежат и могут чему-то там сопротивляться, это люди часто трамписты. Я не говорю о партизанском движении в данный момент. Я просто говорю о том, что если человека на улице останавливает незнакомец в маске, то не каждый отреагирует одинаково. Да, естественно. Я просто говорю о том, что люди, которые более агрессивно, принципиально могут пойти на какую-то конфронтацию, это либо часть из них трамписты, которые готовы, опять же, там ствол вытащить, если что, к ним там грабитель какой-то лезет. Это не типичный демократ. Я думаю, вот. Какой-нибудь латиноамериканского. Вот, часть из них какие-то там, да, более такие суровые. Горячие ребята, да, опять же, для этого надо быть уверенным в своем статусе. Очень многие латиноамериканцы статуса не имеют, и поэтому сопротивляться не будут особо, потому что это только ухудшит их ситуацию. Люди, которые граждане, если это демократы или если это жители больших городов, они в основном не очень агрессивные, да, мы живем в этом городе, который на самом деле безопасный, спокойный город, мы поэтому тут живем. Вот эти все пугалки, страшилки про Нью-Йорк, которые ужасно страшный Нью-Йорк, да, они пытались черных отлавливать, если мы помним, с этим самым Флойдом и все вот это вот выступление БЛМ, да. Во-первых, это были абсолютно я думал, ты там просто живешь, потому что у тебя не хватает денег на автобус, чтобы оттуда уехать. Да, это совершенно точно. На квартиру хватает, на автобус не хватает. У нас скоро автобусы бесплатные будут. Я знаю, что мы к этому, да, ведем. Молодец, да. Вот. Я понимаю, к чему ты ведешь. Ну, так вот я к этому другу возвращаюсь. Ну, короче говоря, он им сказал, что он предъявил все документы и перепугался страшно, и вот они не за ним пришли туда, они пришли за соседями снизу, вот эта грузинская семья, они вытащили из подвала там каких-то людей, там плачущая жена там стояла и так далее, мужика вытащили, посадили в машину, увезли в неизвестном направлении. Это то, что сейчас происходит в Бруклине, понимаете? Но такой человек, как этот мой друг, который вообще ни к чему не имел отношения, это не за ним даже приехали, он побоялся спросить у них документы. Сейчас вторая история, я последнюю историю расскажу, которая просто я не могу просто. В Техасе арестовали женщину-иранку, которая, я просто иллюстрирую, что происходит уже сейчас. Не надо никаких антиутопических фантазий. Иранка, которая здесь в Америке живет легально 50 лет, она уехала от переворота в Иране, да, после революции она уехала в Америку, получила там типа статус беженца или что-то в этом духе, но после этого она вышла замуж за американца, и 35 лет она замужем за американцем. Ты читала эту историю, нет? Вот. И у нее почему-то нет американского гражданства, но она абсолютно легальна здесь. То есть она замужем за гражданином и все. 35 лет, женщина в возрасте, соответственно. Работала у себя в саду в своем доме, приехала машина АИС, схватили ее из своего сада, посадили в машину, увезли в неизвестном направлении в течение секунды. Соседи не успели пикнуть даже. Просто устроили облаву, за что она ничего не сделала, у нее нет никакой криминальной истории, ничего, они просто выполняют план. Вот я не знаю, что 10 тысяч им хочется, про который ты говорил, или что ты говорил. То есть все там ходим, да, и начинают с тех, про кого будут меньше всего возмущаться, потому что трамписты, расисты и так далее скажут, ну она же иранка, окей, услышали ключевое слово иранка, можно про нее не переживать. Пока дойдет до тех, кому надо переживать, уже будет поздно. Возвращаемся к нашему Нью-Йорку. Тут живут достаточно миролюбивые, спокойные люди. Надежда на то, что руководство города не будет
терпеть здесь этот ICE, хотя это очень сложно сделать, потому что ICE – федеральная служба. Но сейчас в Нью-Йорке выборы готовятся, выборы мэра. У нас только что были primaries, как это по-русски, я не знаю, ну, выборы внутри демократических. Первичные выборы, партийные выборы, не знаю. Но внутрипартийные выборы, да. Да, но я не, так сказать, мы еще не закончили с темой Айса, но ты можешь сказать про, так сказать, про выборы? Не, я думала, ты к этому клонишь. Ну, давай, говори про Айс. Нет, ты намного, да, я бы так, с такой скоростью не умею вообще размышлять. Так вот, пишет, например, Old Palm City. Если бы я была иммигрантом из нормальной страны, а не из Рашки, то уехала бы сама, честное слово. Я добавлю к этому, что это и есть целью Стивена Миллера, чтобы те люди, которые могут из этой страны куда-то уехать, уехали сами, чтобы они встали с утра и сказали, блин, это того не стоит. Стивен Миллер этого и добивается. Не просто люди, а какие люди уедут? Трамписты не уедут. Абсолютно. Те, кто пугаются сейчас, и те, кто уже поняли, что происходит, а это в основном, естественно, электорат демократов. Поэтому, конечно же, выгнать отсюда иммигранты, в смысле без гражданства, их не сильно волнуют, потому что они не голосуют. Хотя через 5 лет человек с грин-картой будут тоже голосовать. Но демократы-граждане очень волнуют. И я задумалась о том, что, может быть, придется отсюда уезжать рано или поздно, потому что жить в стране, в которой мне придется затыкать себе рот, я не буду. Я не приехала сюда за колбасой, которой у меня никогда не было, я не ем, потому что я вегетарианка. Я не приехала сюда за деньгами, которых у меня особо нет. Я преподаватель в университете, тут не платят много преподавателям в университете. Я не приехала сюда за какой-то там американской мечтой про дом, машину и прочее, прочее, прочее. Я, во-первых, люблю сам город Нью-Йорк и жить в нем. И главное, я приехала за теми самыми свободами, это пафосно, может быть, звучит, но я приехала сюда за той самой демократией и за теми самыми либеральными ценностями, которые всегда здесь были, независимо от того, кто правил этой страной. И при Буше здесь это было с его кошмарными войнами с Ираком и прочим, и прочим. И при всех всегда это было. Ты всегда мог выступать и не бояться, что ты нарисуешь карикатуру, перепостишь карикатуру на президента или вице-президента, и у тебя за это могут быть какие-то последствия. Я не хочу жить в стране никогда больше в своей жизни, где мне придется думать о том, стоит ли мне что-то писать в Фейсбуке. Мы превращаемся сейчас в эту страну. Надо сказать, что, мы уже тут обсуждали, вот с мужем тоже, что делать, куда, если что, поехать. Если, например, мне уже некоторые люди пишут, может, не стоит сейчас выезжать просто за границу, потому что, да, они за посты в Фейсбуке на улице пока не арестовывают, естественно, и я не думаю, что будут скоро арестовывать. Но вот пересечение границы – это очень удобный способ отлавливать людей, потому что там тебе реально никто ничего не должен. Вот телефон забрать, компьютер у тебя забрать на границе, под лозунгом, что тебя типа там что-то должны посмотреть, связанное с иммиграцией или с секретностью или еще чем-то. Это можно сделать только на границе. Никто у тебя внутри страны ничего забрать просто так не может, если ты ничего не нарушил. А вот на границе можно все, а я много очень... Ну, в том смысле, что это на границе, это момент, когда у каждого человека есть пересечение с властью. Не просто с властью, а с властью, которая может все. Вот эти иммиграционные службы на границе, им закон не писан. Я это пытаюсь сказать. Тебя не может здесь полицейский, даже если он тебя остановил за нарушение там, правил дорожного движения или за любое нарушение, он не может забрать твой компьютер и телефон. Не может. А на границе могут вообще без всяких причин. Они просто могут тебя остановить и соврать тебе, как этому моему знакомому, соврать, что это случайная проверка безопасности, забрать у тебя телефон, компьютер, не отдать, найти там любую карикатуру, которую они хотят, и дальше это самое. Вот это тот момент, с которого они начали, это гениальный ход, потому что такие люди, как я, начали бояться ли ездить. Я езжу очень много, пересекаю границу очень много. Каждый раз думать, когда я влетаю в страну, что сейчас кто-нибудь настучал на то, что я писала в Фейсбуке, например, еще что-то, и я уже где-то в списке, они меня сейчас остановят и досмотрят мой телефон, хотя я гражданка. Они не могут меня депортировать, безусловно, но они могут меня задержать, там что-то, это самое, без выяснения причин. Вот это то, в чем страх и ужас именно того, что ICE, почему они ICE так вооружили, потому что это служба без обычных для Америки 150 ограничений в законности.
У них Вот нет этих ограничений. смотри, нам пишут наши постоянные зрители, у нас истек срок действия паспорта в феврале. Так мы боимся подать на новый паспорт, потому что могут забрать старый паспорт, потерять его. Я думаю, что для этого у нас есть адвокат, обратитесь к адвокату, но мне кажется, что люди как раз сейчас занимаются тем, что они пытаются обновить свои паспорта, чтобы Да, они я были... думаю, что паспорт обновить можно легко, но пока еще, ну, опять же, вопрос в том, что, ну, что, они потеряют паспорт старый, что дальше? Это же не, они с вами ничего не будут. А вот когда вы поедете, вот опять же, этот человек, который выехал, про который я сказала, что у него отобрали телефон, он выехал из страны, он боится уезжать обратно, потому что Да, уже я там напомню зрителям, которые думают, что мы говорим что-то, или тут ни я не адвокат, ни Аня не адвокат, мы граждане этой страны и размышляем о том, что страна происходит определенную эволюцию, в которой мы находимся, и как это на все влияет, наши ощущения. Но вот, например, Анна Нейфилд, которая является адвокатом, на границе СВР может досматривать телефоны, однако гражданам, постоянным жителям, как правило, не может быть отказано во въезде за отказ от досмотра, хотя их устройства могут быть конфискованы. Безусловно. Об этом я и говорю. Им не могут отказать. Я не боюсь, что меня не пустят в страну. Я боюсь, что меня там задержат на границе, бросят вот в эту самую клетку, в которой до выяснения чего-то там. А какие, извините, Анна Нейфилд, какие правила на тему того, что если им показалось, что у меня что-то страшное в телефоне, угроза нашему государству в виде там карикатуры на аванса, и они меня до выяснения чего-нибудь оставят где-то без воды, еды в этой клетке на день, 2, 3, неделю. Потом выпустят, извинятся, отберут телефон, заберут телефон, неважно. Но даже этот момент, просидеть несколько дней непонятно где, до выяснения непонятно чего, он очень многих людей очень пугает, особенно если люди на лекарствах каких-нибудь, да, которые им не дадут, особенно если у них дома какие-то обязанности или еще что-то, которые им срочно нужны. Это само по себе запугивание населения. Конечно, меня никто не депортирует, конечно, меня впустят в страну, но вот этот момент, то, что со мной могут сделать на границе, со мной не могут сделать ни в одном другом месте. Никто меня просто так не может схватить. Хотя следующим этапом, может быть, уже смогут хватать на улицах, опять же, если у меня нет с собой паспорта, до выяснения, гражданка или нет. Они там что-нибудь себе зальют, скажут, вы знаете, тут непонятная информация, у нас сейчас что-то система зависла, мы вас сейчас отвезем вот куда-то туда, пока мы не выясним, гражданка вы или нет, а потом меня адвокат через 2 недели будет оттуда вытаскивать. Вот это все направлено на запугивание населения. Да, в итоге ничего страшного, наверное, не произойдет, но жить в такой ситуации, в этом страхе я не буду. Я, кстати, подумала, насколько мы с мужем это обсуждали, как нам повезло, что мы не граждане России, что мы граждане Украины. И я вот думал, да, ты хочешь, чтобы депортировать нас могут в Украину, и слава богу, потому что если бы сейчас я выбирала между депортацией, мне это не придется выбирать, я могу уехать в разные другие страны, но и в Украину я бы тоже, но если бы пришлось выбирать, то Украина под бомбами или Россия с ее тюрьмами и прочим, я бы уехала в Украину, даже не задумываясь. То есть мы с мужем это несколько раз обсуждали, что дякую Боже, что не москаль, что, как у нас говорят, в том смысле, что по паспорту не москаль, потому что нас не депортируют в эту их тюрьму, потому что вот где меня посадят точно с самолета, так это в России. Это я даже могу не... Ты думаешь, меня ждут на Патриарших прудах? Тебя вообще не ждут на Патриарших прудах, да. Да, вот, пишет нам сэр Галахан. Ты что, вы такие зашуганные? Мы не зашуганы. Мы предупреждаем, ребята, вас, куда вам надо смотреть, в какую сторону. Пока все заняты какими-то там вот этими вот, надо смотреть, потому что ничего страшнее, чем отъем свободы, запугивание населения из-за вашей политической позиции, нет. Никакие инфляции, никакие тарифы, ничего материальное для меня не так важно в этой стране, как свободы. И я вижу наезд на эти свободы, он начался с приходом Трампа сразу же еще в прошлый срок, эта машина закрутилась с огромной скоростью. Здесь уже был маккартизм, не забудьте, это было возможно. Людей лишали гражданства, людей лишали грин-карт уж точно. Их высылали, их увольняли за политику. Это было. Мы не думали, что такое может вернуться. Это для меня это самое страшное, что здесь может произойти. И я предсказываю, что рано или поздно на въезде в эту страну будут задавать вопрос, украдены ли были выборы в 2020 году.
у Трампа, и от ответа на этот вопрос очень многое будет зависеть. А вот вас сейчас припрут к стенке люди в масках, с автоматами и в касках и спросят, украли выборы или нет. А что вы им ответите? Вот. И я думаю, что это скоро будет. Это скоро будет здесь, эта тема. А чем ближе к следующему сроку Трампа, тем больше эта тема будет. К следующим выборам. Ты видишь это как такой новый вариант железного занавеса? Нет, железный занавес, когда тебе выехать не дают. Выехать-то тут дадут. Понимаешь? Это вполне русский мир варианта железного занавеса. Это когда путинская уехать из Россия. России можно. Нет, это все движется в сторону путинской России. Железного занавеса – это Северная Корея. Тут этого не будет. Конечно, пока что. Зачем? Как мы называем этот занавес? А я не знаю, ну вот это путинская Россия, в которой, пожалуйста, вон тебе выезжать, там, я не знаю что, ну если только войны нет, и тебя там на войну должны забрать. Вот, а вот внутри, если ты хочешь жить внутри и пользоваться, условно, благами, да, этой там страны, то будь добр, не говори лишних вещей, не залупайся, не то, не сё, не пятое, десятое, сиди помалкивай. Им гораздо выгоднее, если куча людей испугается и прикрутит краник. Это же не то, что опять же завтра всех в тюрьму посадят. Начинается всегда с этого. Наезды на СМИ, наезды на академию, наезды на свободу слова, иммигранты. Это все классика жанра. Начинается с самых слабых, а потом будут дальше. Дальше геи будут бояться ходить за ручку, условно, по улице, а мало ли что. И все идет по накатанной дорожке, тем более, что Трампу есть у кого учиться, уже все это в нашем современном мире, в той же России, все это обкатано. Это уже совершенно другой вариант авторитарного режима и диктатуры. Не надо, как в Северной Корее. Северная Корея – это позапрошлый век, им просто не сказали, что 21 век наступил. А можно и без этого вполне. Мне этого хватит. Мне не нужно ждать Северной Кореи, чтобы не хотеть жить в стране, в которой такое происходит. Скажи, пожалуйста, вот чтобы уточнить. Ты считаешь себя в большей опасности как женщина или как еврейка, или как иммигрантка, или как образованный человек, или я даже не знаю, или как пешеход? Что больше всего тебя беспокоит на данный момент? Меня беспокоит вот это. Меня беспокоит свобода слова. Я как женщина... Всегда, это бейслайн, что называется. То есть любая женщина всегда чувствует себя слегка в опасности в любом мире. Я очень мало себя чувствую в опасности. Как женщина, живя в Нью-Йорке, себе сейчас жила где-то там в городе с большим количеством насильственных преступлений, как женщина, безусловно, я бы себя чувствовала в безопасности. Как женщина я себя не чувствую опасности, как еврейка я себя вообще не чувствую ни в какой опасности. Извините меня, все евреи, которые разгоняли сейчас последние пару лет истерику. Но я еврейка, живя в Нью-Йорке, работая в университете, да, откровенная еврейка, этого я никогда не скрывала, да, не чувствую себя ни в какой опасности. Я боюсь немного за свою работу в том смысле, что мой университет, как и любой другой университет, могут вынудить рано или поздно. То есть университет сам меня всегда защищал и защитит. Сам по себе университет – это пристанище, так сказать, последнее пристанище, я думаю, свободы академических. Но Трамп же почему начал с университетов? Он начал лишать финансирования. Особенно если ты государственный университет, если даже такие монстры, как Колумбия, прогибаются, у которых денег там куры не клюют просто, то такой университет, как мой, который зависит от финансирования государственной, очень просто к ним придут рано или поздно и скажут, а что это у вас тут развелось? Вот это вот, что вы тут развели у себя? Сейчас мы вас заберем вот это финансирование. Если вы это не... И что университет будет делать? Он будет выбирать между мной, моей свободой и деньгами, которые позволяют ему существовать. Да, какое-то время, наверное, будет, потому что это важно и принципиально, и будут протесты, и будут и так далее, но они все рано или поздно сдадутся. Тут вариантов нет. Либо ты закроешься, либо ты сдашься. Это меня пугает, но больше всего меня пугает вся вот эта ситуация в стране, которая я как канарейка. Вот знаете про канарейку, которая в шахте, там еще все работают, а она уже померла. Там, значит, почему говорят про канареек в шахте? Потому что они очень чувствительны к углекислому газу. Еще все там нормально, а они уже, значит, в конвульсиях бьются. Вот я на тему свободы слова, я многое другое могу не заметить, там, гораздо позже заметить. Я не очень чувствительна. Я не чувствительна к проблемам с Израилем. Меня все эти там пропалестинские протесты, в общем-то, не трогают. Я понимаю, почему шум такой, но я просто смотрю на это и вижу ту же самую свободу слова. Люди хотят протестуют, они протестуют. А вы хотите по поводу другого? Вот протестуйте. Но я очень чувствительна к тому, что я могу высказывать свою политическую позицию.
Я только протестую против того, что у нас сегодня ограниченное время. Я думаю, что и боюсь, что нам придется вернуться к теме мэра Нью-Йорка в следующем эфире, но я думаю, что это у нас будет только больше понимания того, что происходит в вашем прекрасном городе, и кто будет возглавлять, и будет это плюсом или минусом. А на данный момент я хочу тебя поблагодарить за твое участие, предложить всем нашим зрителям и слушателям подписаться на Анну Гейшерик в Ютубе и подписаться на Рашкин Репорт, естественно, если вы еще не сделали. Пишите в комментариях, что вы думаете, находясь, где вы находитесь, о том, что мы сегодня обсудили. Аня, спасибо тебе и до следующей встречи. Спасибо тебе большое, спасибо зрителям.